Такая машинка у меня. И она шла с чехлом. И сейчас я хочу этот чехол заменить. Видите, тут уже дырки. Ну, в общем, сделать красивый чехол. Еще хочу потом стул обшить, потому что все должно, не должно, а просто хочется красоты и, ну, чтобы приятненько было глазу, даже в своей мастерской. Вот такую ткань я купила. Кожзам. Сейчас я его простегаю, сделаю чехол на машинку и на стул. Будете смотреть, да, как я это все делаю. Давайте, присоединяйтесь. Отрезала я такой прямоугольничек чуть побольше, чем сама машинка. И сейчас я его простегаю. Сначала приклею сюда одну штуку. Но сейчас все покажу вам по порядочку. Я проклеиваю сейчас утюгом через кальку. Бумага для запекания. Проклеиваю с вот таким вот слоем. Это Аврора. Называется материал для того, чтобы простегать. В общем, я хочу чехол стеганым сделать. И сейчас мы все это проклеим. Долгий процесс, хочу вам сказать, пока это все приклеится. Вот тут уже почти приклеился. И вот таким вот образом я утюжу. То есть тут уже прилипло все, приклеилось. Теперь идем дальше. Так, потихонечку передвигаем утюг. Жалко, у меня такая вот поверхность не, ну, узенькая, а то бы, если бы оно лежало вот так, было бы все попроще. И так мы потихоньку продвигаемся вперед. Потом я это опущу вниз, подвину ту часть и проклею следующую. Так потихонечку и клеим. Я сложила линеечки под углом 45 градусов. И сейчас прислоню скотч прям по линеечке. И так я буду строчить. Не получилось ровно. Все, практически все подготовили. Теперь на машинку и начинаем стегать. И теперь я прокладываю строчку двойной иглой. Ориентируюсь на вот этот скотч и прям еду. Полотно, конечно, большое, но я думаю, выйдет красиво. Время потрачу. Помедитирую, посижу вот так, построчу. Кромку потом осноровлю, срежу. Теперь вот она, двойная строчка получилась. Теперь мы рядышком прокладываем еще одну строчку прям вот на лапочку, на лапку. И теперь убираем скотч.
И снова рядышком прокладываем строчечку. Ну и так все отстрачиваем, пока все полотно не будет отстрочено. Вот такое полотно получилось. С одной стороны я простегала в одну сторону. Сейчас я отмечаю линеечкой. Вот таким образом. Вот так кладу, чтобы линейка была перпендикулярна вот этой строчке. И отмечаю линию, провожу, наверное, самоисчезающим маркером. И еду вот так вот. Все точно так же, только вот так. В некоторых местах у меня косяк. Нитка порвалась, 2 иголки сломалась. В общем, пока так. Итак, мы стягаем долго-долго, создаем красоту двойной иглой. Главное не сбиться с намеченного курса. Готово. Чтобы нитка не рвалась, обязательно надо одевать вот такой вот чехольчик. Там вторая нитка стоит, и там тоже чехольчик одет. Иначе будут всякие разные зацепки, порванные штуки. В общем, только сейчас поняла это. Вот такой получился ковер, можно сказать, простеганная штуковина. С этой стороны она вот так выглядит, с этой так. В общем, красота. Теперь вот наша заготовка. Это бандо. Мы складываем заготовочку прямо на бандо. Попугай, вы что так орете? Не хочет. Прилипает. В общем, вот так складываем. Цепляем иголочками. И идем строчим дальше. Стягаем дальше, вернее, даже. Теперь шьем вот с этой стороны. Квадратики у нас получаются. И так мы прошиваем все полотно. Вот такие квадраты у нас получаются. Здесь пока без квадратов. Все, простегала. Вот такая получилась красота. Вот столько получилось квадратиков. Квадратики. Приятные квадратики. Ну что, с этой стороны так. Утюгом прошлась слегка. Все, едем дальше. Теперь берем, ставим лапку для вшивания молнии. И вшиваем тесьму. Оснаравливаем. С одной стороны и с другой стороны.
Теперь измеряем вот это вот все дело. У меня получилось 64. И делаем боковинки. Выкраиваем. Соединяем середину с серединой. И начинаем притачивать бачок. Сейчас вам, может быть, ничего не видно будет, но у меня здесь разворот. И осталось нам подшить низ косой биечкой. Вот так я примерила, она уже хорошо прям так стоит на машиночке. Сейчас будем косой биечкой обрабатывать. Теперь я делаю косую бейку. Машинка просто порадовала, что вот это вот все спокойненько она шила. Машинка просто порадовала, так вот легко прошла вот эти места. Теперь я загибаю вот это все дело, сейчас отрежу, загибаю и вот сюда настрачиваю. У меня будет в чистый край. Вот этот чехол, который мы с вами шили вместе. Я вам показывала, как шью. Вот такой вот он получился. Приятненький. Ну и еще ткань лежит. Это на стул. И на второй стул. И еще на один чехол для машинки. Другой уже швейной машинки. Вот для этой. Для оверлока. Тут вообще страшный чехольчик. Надо менять давным-давно.